Здравствуйте, дорогие любители вязания! Мы сегодня будем с вами вязать вот такой замечательный рельефный узор с косами. Замечателен он не только тем, что он интересный, красивый узор, необычные косы, а еще и тем, что он двухсторонний. Я даже не могу сказать, на какой стороне он мне больше нравится. Когда вязала, мне нравилась больше сторона вот изнаночная. Когда я связала образец и сделала легкое ВТО, мне понравилась сторона лицевая. И что замечательно еще, что узор очень легко вяжется. Давайте его свяжем. Будем считать, это лицевая сторона и это изнаночная. Раппорт узора составляет 14 петель. Если мы вяжем по кругу, а схема к узору, она для вязания по кругу. На ней показаны все ряды как лицевые. Если мы вяжем по кругу, то мы набираем нужное количество раппортов по 14 петель. Если мы вяжем поворотным вязанием, как мы сейчас будем вязать, то к 14 петлям раппорта мы добавляем еще 8 петель для симметрии узора. И эти петли мы делим напополам. 4 петли мы будем вязать перед раппортом и 4 петли после раппорта. Итак, набираем на спице 24 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем лицевую, 2 изнаночных и лицевую петлю. Это петли для симметрии узора перед раппортом. Дальше идут петли раппорта. Лицевая, 2 изнаночных. Лицевая, 2 изнаночных. 2 лицевых, 2 изнаночных. Лицевая, 2 изнаночных, лицевая. Это мы провязали петли раппорта. И петли для симметрии узора. Лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Такие ряды я видео пропускаю, и мы вяжем их самостоятельно. Провязали 2 ряда. Смотрим внимательно на схему. 3-й лицевой ряд и 4-й изнаночный ряд. Петли в них вяжутся по рисунку. Давайте провяжем самостоятельно эти ряды. То есть мы провяжем их точно так же, как вязали сейчас 1 и 2 ряд. Провязали 4 ряда. Вяжем 5-й лицевой ряд. Сразу после кромочной оставляем 4 петли на дополнительные спицы перед работой. Мы перекрещиваем 8 петель в левую сторону. Далее провязываем 1 лицевую, 2 изнаночных и 1 лицевую. Так как мы перекрещиваем большое количество петель, достаточно большое, я советую сделать накид, чтобы в месте перекрещивания косы не было утолщения. Итак, делаем накид, и петли с дополнительной спицы мы провязываем так, как они лежат перед нами. Лицевая, 2 изнаночных и 1 лицевая. Пока получается вот так. Далее 2 изнаночных,
2 лицевых и 2 изнаночных. И снова перекрещиваем 8 петель в левую сторону. 4 петли оставляем на дополнительные спицы перед работой. Провязываем лицевую, 2 изнаночных, лицевую. Делаем накид. И петли с дополнительной спицы провязываем. Так, накид не забываем, что мы сделали. Лицевая, 2 изнаночных, лицевая. Вот такой у нас 5-й лицевой ряд. 6-й изнаночный ряд мы петли вяжем по рисунку, а накиды, которые мы делали между перекрещиваемыми петлями, вот он накид, мы сбрасываем. И у нас коса не будет такой толстой в месте перекрещивания. И далее петли вяжем по рисунку. Вот как получается, мы провязали 6 рядов. Смотрим внимательно на схему. 7-й лицевой ряд, 8-й изнаночный, 9-й лицевой и 10-й изнаночный мы провязываем петли в них по рисунку. Давайте эти 4 ряда провяжем самостоятельно и встретимся с вами в 11-м лицевом ряду. Провязали 10 рядов. Вот так должно получиться. И что я хочу сказать. Накид делать совершенно не обязательно в местах перекрещивания. Это я просто предлагаю, чтобы у нас косички, если особенно вы будете использовать изнаночную сторону как лицевую, они, мне вот более нравится, что они более плоские. 11-й лицевой ряд. Лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Перекрещиваем 8 петель в правую сторону. 4 петли оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем лицевую, 2 изнаночных и лицевую. Делаем накид. И петли с дополнительной спицы мы провязываем точно так же: лицевая, 2 изнаночных, лицевая. И до конца ряда петли по рисунку: 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая. В 12-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Все, мы провязали с вами один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. И вот что у нас получается на лицевой стороне вязания. И вот так получается на изнаночной стороне вязания. Ну, когда смотришь на один раппорт, узор непонятен, конечно. Но когда мы свяжем много раппортов, выбирайте сами, на какой стороне вам больше нравится. Когда мы свяжем много раппортов, то узор уже раскроется во всей своей красе. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.